Есть тест, который занимает меньше минуты. Просто сжать кулак как можно сильнее. Оказывается, сила вашего хвата предсказывает, сколько вы проживете, точнее, чем артериальное давление. И это не единственный сюрприз. Один из 5 признаков, о которых пойдет речь, по влиянию на смертность оказался опаснее ожирения и сравним с 15 выкуренными сигаретами в день. К концу видео вы узнаете, какой именно. Сегодня разберем 5 признаков долголетия, опираясь на данные крупных исследований. Ссылки на эти исследования будут на экране. Признак номер 1 – сила хвата. Он всегда вызывает улыбку, потому что кажется слишком примитивным. Но дело не в том, откроете ли вы банку с огурцами. Сила хвата – надежный показатель общей мышечной массы и того, насколько эффективно нервная система ею управляет. И вот факт, который ставит все на свои места. Исследование Pure. Это почти 140 тысяч человек из 17 стран. Наблюдение на протяжении 4 лет показало, сила хвата предсказывает риск смерти от любых причин и от сердечно-сосудистых заболеваний сильнее, чем систолическое давление. Снижение хвата на каждые 5 килограммов давало рост риска смерти от всех причин на 16% и на 17% выше риск смерти от болезней сердца и сосудов. Восстанавливается это лучше всего через сопротивление. И спортзал не нужен. Резиновые ленты, легкие гантели или просто носить собственные сумки с продуктами вместо того, чтобы каждый раз просить кого-то. Эспандер – копеечное дополнение, с которым можно работать даже перед телевизором. Это был признак номер 1. Но что, если с руками у вас все в порядке, а вы все равно в зоне риска? Тогда дело может быть в ногах. Признак номер 2 – как быстро вы ходите. Звучит слишком просто, согласитесь, но в медицинских исследованиях скорость походки давно измеряют наравне с давлением и пульсом. Потому что то, как быстро вы пересекаете комнату, рассказывает о том, что происходит внутри. Сердечно-сосудистая система, мышечная масса, равновесие, нервная система – все отчитывается одновременно. А теперь факт, который действительно удивляет. Ученые из университета Лестера изучили данные почти 400 тысяч человек и обнаружили прямую связь между темпом ходьбы и длиной теломер, защитных колпачков на концах хромосом. У тех, кто ходил быстро, биологический возраст оказался в среднем на 16 лет моложе, чем у медленных ходоков того же паспортного возраста. Хорошая новость – этот показатель отлично тренируется. Обычная ходьба, ее пользу данные подтверждают снова и снова. Силовые упражнения на ноги и корпус 2-3 раза в неделю – разумный старт. А если вы заметили, что темп замедлился сильнее, чем положено по возрасту, это повод поговорить с врачом, а не списывать на старею. Признак номер 2 – готово. Но даже быстрый шаг не спасет, если есть фактор, который вы не почувствуете. Следующий признак тот самый, что работает в полной тишине. Признак номер 3 – давление, которое держится в здоровом диапазоне. Этот пункт все ждут услышать, и не зря. Давление, годами повышенное, без всяких симптомов, один из самых четких предвестников короткой жизни. Оно тихо разрушает сердце, почки и мозг. И вот честная правда, которую подтверждают врачи. Высокое давление вы не почувствуете. Оно не подает сигнала. Оно просто делает свою работу тихо, как медленная утечка, пока повреждения не станут достаточно серьезными, чтобы проявиться где-то еще. Поэтому так важен домашний мониторинг. Несколько правил. Измеряйте примерно в одно и то же время каждый день. Посидите спокойно хотя бы 10 минут перед замером. Обе ступни на полу, манжета на уровне сердца и не разговаривайте во время измерения. Знайте свои цифры настолько, чтобы вести с врачом настоящий разговор о динамике, а не просто кивать, когда вам зачитывают результат. А факт, который дает надежду, исследование Sprint показало, что интенсивный контроль давления, снижение до отметки ниже 120, снизил риск инфарктов и инсультов на 25%, а риск смерти на 27%. Четверть риска. То есть это не смириться, это управляемо. 3 признака позади, а теперь тот, который не измеришь никаким прибором. Он живет в голове. Признак номер 4 – причина вставать по утрам. Исследователи называют это целью или смыслом, что звучит слишком академично для того, что каждый понимает на уровне интуиции.
Люди с ясной причиной появляться в жизни, как правило, появляются в ней гораздо дольше. И факт в подтверждение. Исследование, опубликованное в JAMA и охватившее около 7 тысяч человек старше 50, показало, у людей с высоким ощущением цели риск смертности от всех причин был заметно ниже, чем у тех, кто этой цели не чувствовал. А в голубых зонах, тех самых местах с рекордным числом долгожителей, этому даже дали имя. В Окинаве это икигай, то, ради чего хочется вставать утром. Полезно здесь то, что вы влияете на это уже сегодня. Это может быть хобби, которого вы ждете, а не терпите. Волонтерство, где пригодятся ваши навыки. Сообщество по вере, если оно часть вашей жизни. Или что-то совсем обычное. Быть тем человеком, которому внук звонит за честным ответом. Это не должно быть грандиозным, это должно быть вашим. Остался последний признак. Тот самый фактор из начала видео. Самый опасный из 5. Признак номер 5. Настоящая социальная связь. И здесь важно быть точным. Это не банальное «чаще звонить друзьям». Изоляция связана с последствиями для здоровья, которые сопоставимы с известными физическими факторами риска. И это удивительно, что тело так остро на нее реагирует. А теперь та самая цифра. Исследовательница Джулиана Холт-Лунстад свела данные почти 308 тысяч человек. Люди с сильными социальными связями имеют на 50% выше шанс выжить. А в отдельной работе она привела сравнение, которое стало знаменитым. Хроническое одиночество по влиянию на смертность сопоставимо с выкуриванием 15 сигарет в день и опаснее ожирения. 15 сигарет. Это и был тот худший фактор из начала. На практике это выглядит по-разному. Иногда человек, оставшийся один после потери супруга. Иногда взрослый ребенок, который смотрит, как родитель постепенно уходит из общения и не знает, что делать, кроме как заходить почаще. Что реально помогает? Планировать регулярный контакт, а не пускать на самотек. Вступать во что-то с постоянной структурой. Класс, группу, чтобы связь не зависела от того, вспомните ли вы позвонить. И прямо говорить близким, какая поддержка нужна, а не надеяться, что кто-нибудь разберется. 5 признаков, 5 факторов. И вот что в них по-настоящему важно. Ни один о том, повезло ли вам с генами или нет. Все 5 управляемы уже сегодня. Силу хвата наращивают экспандером, темп обычной прогулкой, давление контролем и режимом, цель просто находят, а одиночество разрывают одним звонком. Исследования, которые мы разобрали, сходятся в одном. Это не список того, что вам остается терпеть. Это рычаги, которые у вас уже в руках. Так что начните с одного. Прямо завтра просто ускорьте шаг на прогулке. Этого достаточно, чтобы запустить первый признак. А в комментариях напишите, какой из 5 признаков вы проверите у себя первым. Кому-то, кто читает эти комментарии, возможно, нужен именно ваш пример. И подпишитесь на канал, если хотите больше таких разборов на основе исследований.